Всех приветствую на канале Леха Мега Строитель. Сегодня мы снимаем вторую серию. Первая серия была, мы показывали вам, как мы монтировали канализационную плиту и подготавливали основание под фундаментную плиту. На сегодняшний день уже две плиты у нас практически готовы. Одна, можно сказать, на 99%, а вторая процентов на 95% готова. Сегодня полностью завершатся все работы по ним, поэтому мы решили подснять выпуск, как мы связали, какая высота, какое сечение арматуры, какие закладные, сколько стульчиков, какой плантер и как мы согнули 16-ю арматуру. Все подробно сейчас мы вам расскажем. Итак, коротко расскажу, какие мы работы здесь проводили по очередности. Изначально под всю плиту мы выкопали слой не менее 450 миллиметров, сделали замещение по песку, после чего мы этот весь песок отравняли, оттрамбовали и уже еще раз в последующем мы его выровняли, значит, с погрешностью до 1 сантиметра и оттрамбовав трамбовочкой поменьше. Изначально мы трамбовали здесь все основание трамбовкой тонн 300, а после чего, когда сделали нивелировку после трамбовки большой, то есть где-то песок больше сел, где-то меньше, мы уже граблями отравняли все это и прошли трамбовочкой маленькой 90-килограммовой верх этого основания. Дальше мы постелили плантер. Плантер у нас находится в самой нижней части фундамента. Он распределяет нагрузку. Он имеет такие выпуклости. Значит, что позволяет за счет этих выпуклостей опора на фундамент, на подошву в процентном соотношении увеличивается на 15%. Но это не один из плюсов, которые присутствуют. Значит, у нас здесь присутствуют стульчики, которые дают защитный слой между плантером и арматурой. И нижняя часть круглая, которая не впивается в основание за счет песка, а устойчиво стоит. То есть, если бы не было этого плантера, то этот стульчик провалится просто на все в основании песка. Когда есть плантер, то он, соответственно, не проваливается. Многие, да и мы в том числе раньше использовали там какие-то пленки, когда начинали. Но, в общем-то, пришли к тому, что только плантер. Больше никакие материалы мы не используем. Уже на протяжении, наверное, лет 7 мы только его и кладем. То есть начинали когда-то давно-давно с пленки. Дальше. Значит, у нас плита. Высота ее 450 миллиметров. Обусловлена высота тем, что здесь очень близко грунтовые воды, и это все-таки производственный склад будет, на который будут очень большие нагрузки от оборудования, которое будет внутри склада. То есть здесь будут разные пресса там стоять, кран-балки. Арматура здесь у нас идет 16-я. Для того, чтобы согнуть такую арматуру 16-ю, нужно иметь такой станочек. Потому что вручную 16-ю арматуру, вот она лежит, ее согнуть просто невозможно. То есть она имеет достаточно большое сечение. Ручные есть гибочные станки, но они абсолютно не подходят. То есть у нас имеется, так скажем, в арсенале вот такой станочек, который гнет вообще до 32-й арматуры. Поэтому ребята здесь 16-ю, ну, две попробовали, два прутка сгинать не получается, но один пруток, в принципе, с легкостью он гнет без каких-либо проблем. Поэтому, когда вы берете уж здесь такие плиты, то по-любому вам нужно будет приобрести такой станок. Вот. Ну или вообще заказчик, если когда в проекте видит сечение арматуры более 12, то есть нужно понимать, что монолитчики, которые будут работать на объекте, они должны иметь такой станок. Он не дешевый, крайне редко кто его вообще использует у себя. В основном пытаются уйти на 12-ю арматуру, вместо 3 сечений там 14-16, закладывают 4 сечения 12, для того, чтобы можно было согнуть ручным гибочным станком. Ячейка у нас идет 200 на 200.
ЛПшки усиления края плиты с нахлестами 800. Раньше в видео я вам показывал, было у нас по 50 сантиметров, здесь у нас 80 сантиметров. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что по сечению арматуры рассчитывается нахлест арматуры при вот таких соединениях. То же самое, если посмотреть всю арматуру нахлест, то есть у нас через одну, здесь у нас нахлест, здесь нахлест с той стороны, вот, и получается таким образом, что не менее 80 сантиметров у нас нахлест между двух арматур. У нас здесь будет металлоконструкция в дальнейшем. У нас есть закладные, которые мы помонтировали, они также подвяжутся. Геодезист даст четкую разметку. На арматуре маркером в последующем это отметится, подвяжется у нас вот эти закладные, и после чего мы заматываем скотчем и, соответственно, заливаем бетон по отметкам, которые у нас идут в проекте под ротационный уровень. Что такое ротационный уровень? Многие с нивелиром заливают, ходят с рейку, и кто-то смотрит в глазок. Таким вот образом мы монтируем канализационную трубу. Ротационный уровень имеет, значит, прибор на рейку, который улавливает луч, и по этому лучу просто-навсего один человек, не два, который сначала один смотрит, а второй с рейкой выше-ниже поднимает, а просто один человек идет и поднимает рейку выше-ниже, и датчик говорит о том, что нужно там долить бетон сантиметр, либо же его нужно подснять, отодвинуть, в общем-то, ну, каким-то образом понизить уровень бетона. В районе вот этих закладных мы имеем усиление. Усиление у нас с этой же 16-й арматурой, то есть в этих местах ячейка у нас получается не 200 на 200, а 100 на 100. То есть мы добавляем еще арматуру для того, чтобы снять нагрузку точечную с одной стойки, с металлической, и распределить ее максимально на бетоне. Что касаемо стульчиков, они бывают разные. Мы вот используем такие квадратные, есть круглые, которые тоже на подставках. Эти же подставки идут, только другие стульчики. Но из опыта скажу, что лучше использовать именно стульчики квадратного сечения, а не круглого. Они максимально устойчивые. И, соответственно, на таких толстых арматурах вообще 16, там, 20 арматуры, во-первых, ну, их на квадратный метр больше ставится. То есть, если мы берем 12-ю арматуру, мы ставим в среднем на квадратный метр там 4 стульчика. То здесь у нас 7-8, ну, где-то чуть больше, где-то меньше. Дальше у нас поставится опалубка здесь. Опалубка подсыпется песком, раскрепится еще дополнительно. И, в принципе, обе плиты мы будем заливать уже на следующей неделе. Сейчас мы вот сняли такое видео именно по подготовке, по армировке, как вяжется арматура, мы вам покажем. В общем-то, как это все это собирается, такие тонкости изнутри. Если интересно вам, то оставайтесь на канале, на следующей недельке видео будет тоже полностью готово, уже как оно будет заливаться.